Здравствуйте, дорогие друзья! С вами МедТВ. В эфире программа «Спортивный меридиан». Для многих студентов нашего университета спорт – это хобби. Они ведут активный образ жизни и охотно принимают участие во всех спортивных мероприятиях. Но есть и те ребята, для которых спорт – это не просто увлечение, это буквально образ жизни. Многие уже достигли больших высот в любимом виде спорта и не собираются брать тайм-аут. Они продолжают покорять все новые и новые пьедесталы. Именно о таких студентах и будут рассказывать выпуски нашей новой программы. Наш первый герой – талантливый велогонщик, студент 4-го курса медицинского факультета номер 1 Константин Храповицкий. Константин, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в спорт и почему решил заниматься именно велоспортом? Велоспорт всегда манил меня тем, что в нем важен каждый оборот педали, что он дает именно ту свободу. И конкретно в велоспорте абсолютно не важно, куда вы направляетесь, на чем вы направляетесь. Важен лишь сам факт движения, и именно это фантастическое ощущение свободы и дает вам понять себя живым. И в 15 лет я принял решение начать карьеру велогонщика. Какое твое первое достижение в велоспорте? Ну, если из первых значимых достижений, то, скорее всего, это Кубок езды, на котором я был вторым. Это был мой последний год по юношам. И это было первое достижение, которое показало мне то, что я действительно способен на много. Тяжело ли совмещать учебу и тренировки? Ну, достаточно да, потому что все время приходится время от времени чем-то жертвовать. Либо учебой, либо спортом. Но если стараться работать по максимуму и действительно очень сильно хотеть достичь результата и в спорте, и в тренировках, то это возможно. Мы с ребятами очень сильно занимаемся научной деятельностью, и мы выиграли 10 конференций. Но, в принципе, я считаю, что нет ничего невозможного. А как часто проходят тренировки? Ежедневно, в среднем около 3 часов. Сейчас я хочу добавить еще утренние тренировки. Ну, дни отдыха я очень редко делаю. Но и тренировки бывают и по 6 часов, по 7 часов, в зависимости от дня. Константин, расскажи, пожалуйста, как прошли соревнования в Австрии и что тебе больше всего запомнилось? Ну, в первую очередь, конечно же, сама гонка. Она была очень тяжелая, 8 этапов, на которых я пытался показать все, что я могу. В первую очередь я, конечно же, настраивался на гонку в гору, которая была после пролога. И я настраивался чисто на один этап, и сразу же после него я захватил лидерство. И потом я решил удержать его любой ценой, выиграл гонку в Пюляберге групповую, и после этого я старался показать все, на что я способен. И всего лишь одно решение, оно переломило весь ход велогонки. Это был мой отъезд с Кевином Меркетом на Грайнбах-Раундштрекен. Мы с ним отъехали, и всего лишь одно решение все переломило и дало мне возможность удержать лидерство до пьедестала. На протяжении всего этого времени ты проявлял себя. Расскажи, с какими трудностями ты столкнулся? Ну, трудности начались еще в Донецке. Только я закрыл учебу, я был морально, по сути, истощен очень тяжелым периодом сессии после окончания 3-го курса. И потом я сказал о своем решении о поездке в Австрию Олегу Викторовичу, декану 1-го медицинского факультета. И именно он был тем пусковым триггером, который доказал мне то, что я действительно способен на многое. Сразу после беседы с ним я решил, что я во что бы то ни стало завоюю хотя бы одну медаль на этой гонке. А после того, как я захватил майку, я решил уже идти до конца. И на этой гонке все сложилось именно так, как я хотел. Подведя итоги твоих успехов и достижений в жизни, на каких ценностях ты сделаешь акцент? Медицина или все-таки спорт? Ну, самым главным образом меня радует в этом вопросе то, что мне самому перед собой не надо отвечать в ближайшие 3 года. А вот после окончания медуниверситета я уже и
приму решение. Ну, так или иначе, рано или поздно я, конечно же, выберу медицину, когда мне уже возраст не будет позволять удачно выступать. А на текущий момент у меня есть все уникальные ресурсы для того, чтобы преуспевать во всех сферах жизни. Вид спорта, который ты выбрал, это велоспорт. А какую специальность в области медицины ты изберешь в своей будущей профессии? Ну, я давно определился с решением, еще до поступления в стены Альма-Матер. Я решил, что это будет хирургия. И я усиленно занимаюсь в этом направлении, и, в частности, со своими друзьями. С Анной Доценко, Игорем Мозговым мы напишем, я думаю, в этом году действительно лучшую из наших научных работ, но пока тему я придержу все-таки в секрете. Константин, расскажи, какая твоя мечта на данный момент и к чему ты стремишься в своей жизни? Ну, совершенству нет предела. Спорт – это та возможность, когда каждый день это новый шаг к новым вершинам, и тут быстро идти можно только в одном направлении – назад. И поэтому моя задача в этом году – это улучшение качества своих выступлений, максимальное количество гонок захватить, ну и, конечно же, написание большего объема научных работ. И, в принципе, я не думаю, что будет какое-то либо достижение, которое удовлетворит меня полностью, и после которого я поставлю велосипед на крючок. Велоспорт – интересный и увлекательный вид спорта для сильных и мужественных. Для того, чтобы стать успешным велогонщиком и достигнуть высоких результатов, необходимо уметь концентрироваться, обладать выносливостью, терпением и целеустремленностью. Несомненно, все эти качества присущи и нашему герою первого выпуска – Константину Храповицкому. Мы желаем ему успехов, свершения новых, не менее значимых и больших побед. А с вами были Юлия Абрамова И Владимир Фоменко. МедТВ. Спорт – это круто! I don't care.